Всем привет! Совсем скоро линейка M среднебюджетных смартфонов компании Samsung, появившаяся в 2019 году, обзаведется очень интересным экземпляром. Дело в том, что в сети появились технические характеристики перспективного, на мой взгляд, смартфона под названием Samsung Galaxy M54. Напоминаю, данный модельный ряд отличается хорошим запасом автономности, среднепроизводительными процессорами, стандартным объемом оперативной памяти. Но все эти отличия могут измениться совсем скоро. Дело в том, что нынешний смартфон Samsung Galaxy M53 имеет процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 900. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 13 мая 2021 года. Изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex A78 на 2,4 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. А вот по имеющимся сейчас данным, новый смартфон Samsung Galaxy M54 должен получить топовый процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888. И это уже 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 680 Prime, Cortex X1 на 2,8, 3 ядра Creo 680 Gold, Cortex A78 на 2,4 и 4 ядра Creo 680 Silver, Cortex A55 на 1,8 ГГц. Также напоминаю, что уже совсем скоро выйдет процессор Snapdragon 8 Gen 2. И если сравнивать с Snapdragon 888, это уже два поколения вперед. Однако стоит отметить, что Snapdragon 888 все равно сейчас на данный момент остается очень мощным процессором на 2022 год. Итак, основные фишки смартфона Samsung Galaxy M54 — это отличный экран Super AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, основная камера с главным датчиком разрешением 64 мегапикселя, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти, мощный аккумулятор на 6000 мАч и стоимость всего 425 евро. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Samsung Galaxy M54 получит отличный экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, и кадровой частотой всего лишь 90 Гц. Как и принято в наше время, выполнен он будет, конечно же, по технологии Super AMOLED. Для многих людей это большой минус, но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основное — это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED дисплеем. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS. Также на экране мы получим 32-мегапиксельную фронтальную камеру, которая будет врезана, как всегда, в отверстие по центру экрана. По поводу основной камеры все сложно. Дело в том, что мы получим 4 датчика. Главный выступает на 64 мегапикселя. И вспомогательные 8 или 12 мегапикселей, 5 и 5 мегапикселей. Какие именно снимки мы получим, сейчас говорить сложно. Но можно сказать, что прошла эпоха. Чем больше мегапикселей, тем лучше. Это, на мой взгляд, хорошо. Теперь поговорю о самом главном козыре данного смартфона. Это аккумуляторная батарея. Емкость ее мы получим целых 6000 мАч. Мгновенно можно зарядить свой Galaxy с помощью супер быстрой зарядки мощностью 25 Вт и повысить общую производительность аккумулятора с адаптивным энергосбережением. Также в данном смартфоне будет функция Game Booster, которая отслеживает ваши игровые шаблоны для оптимизации времени автономной работы, температуры и памяти вашего устройства, а также блокирует фоновые действия и уведомления, чтобы вы не теряли концентрацию. То есть все продумано, все на высшем уровне. Беспроводной зарядки, естественно, не будет. Объем оперативной памяти составит 8 гигабайт, по крайней мере сейчас есть информация. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого
сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания. А вот своей флеш-памяти будет 128 гигабайт. Не исключено, что будет версия и на 256 гигабайт и так далее. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть, на мой взгляд, все продумано, все на высшем уровне. Также в сети стала известна предварительная стоимость модели. 425 евро. Выпуск Galaxy M54 ожидается или в конце текущего года, или в начале следующего. То есть ждать осталось, но совсем чуть-чуть. Ну что же, ребята, самое главное, что данный смартфон Galaxy M54 получит, во-первых, очень и очень мощный аккумулятор на 6000 мАч, потому что в наше время очень сложно найти смартфон, тем более такого производителя с таким аккумулятором. Вы должны понимать, что вообще линейка M всегда предоставляла очень большой аккумулятор. Да, данные смартфоны не могли похвастаться, можно сказать, очень и очень большим количеством времени, но на 6000 мАч батарея достаточно неплохая. Почему установили именно такую аккумуляторную батарею? Да потому что в данном смартфоне будет, на минуточку, это среднебюджетный смартфон, производительный, топовый, на мой взгляд, процессор Snapdragon 888. У меня, кстати, сейчас я на данный момент использую Samsung Galaxy S21 Fan Edition. И там стоит точно такой же процессор. Очень себя хорошо показывает в данном смартфоне. То есть, конечно же, это псевдофлагман, я имею в виду FE S21, но процессор там просто рвет все игры на ура. Так и тут мы получим очень производительный смартфон. И самое главное, что стоимость его будет очень и очень невысока. Потому что, ну, давайте возьмем сразу, плюс-минус $450 за такой смартфон, за такие технические характеристики, это вообще ни о чем. На мой взгляд, все будет топовое, все на высшем уровне. Но я, честно говоря, не сильно верю, что стоимость такого смартфона будет именно плюс-минус $450. Почему? Потому что процессор все-таки старый, но он очень и очень хороший. То есть, действительно, данные процессоры можно даже сейчас использовать во флагманах. Даже сейчас он может показать очень и очень хорошие технические характеристики. Он может вытянуть легко 4К видео 60 FPS. Он может вытянуть легко 8К видео 30 FPS. То есть, действительно, этот процессор для топовых смартфонов. А вот M54 это все-таки среднебюджетный. Но будем надеяться, что все будет тут идеально и все будет как указано в данных утечках. Ну вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.